some random facts about Spurgeon. Давайте продолжать. И хотел бы вам несколько таких, если можно сказать, случайных фактов о Чарльзе Спurgeоне поведать. I don't know if I gave you his year of birth and death, but he was born in July of 1834. Значит, не помню, назвал ли я дату рождения и смерти, но он родился 18 июня 1834 года. He died in January of 1892. Умер в январе 1892 He was exactly my age when he died. Когда он умер, ему было ровно столько лет, сколько и мне. He was 57 and a half. I'm 57 and a half right now. 57 с половиной. Мне сейчас 50. So if I wake up dead tomorrow, you know that my similarity to Spurgeon is complete. Поэтому, если я завтра не проснусь, то можно тогда я соглашусь с тем, что я похож на Чарльза Спurgeона. Spurgeon is the most widely read preacher in church history after the apostles. Чарльз Спurgeon один из самых популярных авторов христианских после апостолов. And there is today more material available by Spurgeon than any other Christian author, living or dead. И сегодня больше всего опубликованных материалов христианского толка автором является Чарльз Спurgeon. Больше него никто не написал. And the reason for that is that all of his sermons were recorded and published. И одной из основных причин этого является то, что все его проповеди были записаны и опубликованы. And when I say recorded, I don't mean the sound was recorded. И записаны, конечно, они были не на кассету. But there were stenographers that took down every word he said. Но были стенограммы его проповедей. And virtually all of those sermons have been published. И практически все проповеди Чарльза Спurgeона были опубликованы. When they completed publishing the series of the Metropolitan Tabernacle Pulpit, there were only about 50 sermons left unpublished. После того, как была опубликована так называемая серия «Кафедра скинии метрополии», осталось всего около 50 неопубликованных проповедей. And there's a publisher in England now that has already published two extra volumes of unpublished sermons, and is about to finish the set. И сейчас в Англии издается трилогия неопубликованных проповедей Спurgeона. But the major sets of Spurgeon's sermons are two. Но есть два основных сборника его проповедей. The first is 6 volumes called the New Park Street Pulpit. Первый, это английские издания, поэтому простите, если они не соответствуют нашим, но это первое издание, это шеститомник, которое называется «Кафедра Парк-стрит». The second is about 57 volumes of the Metropolitan Tabernacle Pulpit. Второе издание это «Кафедра скинии метрополии», 57 томов. So all combined there are 63 volumes. Всего получается 63 тома. About 20 to 25 million words. От 20 до 25 миллионов слов. That's equivalent to the largest published encyclopedia in the world. 20-25 миллионов слов это приблизительно размер самой большой опубликованной энциклопедии. And if you count those sermons, Spurgeon's written output exceeds that of any other Christian author in history. И как я уже сказал, если мы будем считать все его опубликованные проповеди, то Спurgeon больше всего написал из всех христианских авторов мира. Those sermons have had an ongoing ministry from the beginning. И как мы уже говорили с вами, эти проповеди имеют долговечное служение от самого своего появления. There are some remarkable stories about what became of some of those sermons. И есть много необычных историй, связанных с тем, какую роль сыграли эти проповеди. They were originally published as individual sermons. Первоначально они были опубликованы как отдельные проповеди. A new one was released every week. И поэтому каждую новую проповедь опубликовывали каждую новую неделю. The series was called the Penny Pulpit. Эта серия называлась «Кафедра Пенни». And then at the end of each year, those 52 sermons would be compiled into a volume. И в конце каждого года эти 52 проповеди собирались в один том. And so each volume of the New Park Street Pulpit and the Metropolitan Tabernacle Pulpit sets, each volume has 52 sermons in it. Поэтому в каждом томе тех изданий, которые я упоминал, «Кафедра скинии метрополии» и «New Park Street», каждая из них в каждом томе содержит 52 проповеди. А как называлась первая вот эта
6 томов. Нью Парк Стрит. Кафедра. There was an incident where a woman was converted by reading a single page of one of Spurgeon's sermons that was wrapped around some butter she had bought. Есть история о том, как женщина пошла в магазин, чтобы купить масло, и это масло было завернуто в один лист, на котором была часть проповеди Спurgeона. И она, развернув это масло, прочитав этот лист, покаялась в своих грехах и пришла ко Христу. Also, the famous missionary in Africa, David Livingstone, always carried a copy of one of Spurgeon's sermons with him. Также известный миссионер Дэвид Ливингстон, когда отправлялся в свои путешествия по Африке, всегда носил с собой копии проповеди Чарльза Спurgeона. When you count the individual sermons that were published and the bound volumes and then the 20th century copies that have been published, I think it's impossible to say how many copies of Spurgeon's sermons are in circulation. И поэтому, если считать все эти издания и добавить к ним те издания, которые были опубликованы в 20 веке, то трудно всего сказать, сколько книг и сколько изданий вообще существует. But they've gone worldwide. Но они распространились по всему миру. They've been translated into at least 45 different languages. Проповеди Спurgeона переведены как минимум на 45 разных языков. And they're being published as briskly today as they were when Spurgeon was still alive. И они публикуются с таким же интересом, как и тогда, когда Спurgeon был жив. They're also available, most of his sermons are available on the internet now. Теперь большинство из его проповедей доступны в интернете. So these sermons continue to have a far-reaching impact, much beyond what Spurgeon ever could have envisioned. Поэтому роль, которую играют проповеди Спurgeона, конечно же, наверное, выходит за рамки любого масштаба, который мог только предвидеть Чарльз Спurgeon. I mentioned that Spurgeon had no college degree. Я уже упомянул о том, что Спurgeon не учился в колледже. He missed college by a single act of providence. И я думаю, что за тем, что Чарльз Спurgeon не поступил в колледж, стоит Божье провидение. He was planning to enroll in college. Он планировал поступить в колледж. He scheduled a meeting with the headmaster of the college. Он назначил встречу с человеком, который отвечал за прием студентов. The meeting was arranged at a mansion in Cambridge. И они должны были встретиться в одном из домов Кембриджа. The mansion was the home of a famous publisher. В этом доме жил известный издатель. And he had lots of rooms and lots of servants. У него было много комнат и было много слуг. Spurgeon was so eager to meet this headmaster, he arrived early. Спurgeon настолько горел желанием повстречаться с этим человеком из Кембриджа, что он приехал туда раньше. One of the servants met him at the door and ushered him into a room where he was going to wait to meet with the man he came to meet. И поэтому, открывший дверь, один из слуг отвел Спurgeона в комнату, где он должен был ожидать встречи с этим человеком из университета. But that servant forgot to tell anyone he was there. Но этот слуга забыл о том, что, забыл об этом и забыл о Спurgeоне. So the headmaster came. Поэтому пришел человек из Кембриджа. He waited a while for Spurgeon to show up. Ждал, пока придет Спurgeon. He talked and had tea with the publisher. Выпил чай, поговорил с владельцем этого дома. And when he thought he had waited long enough, he left. И решил, что сколько можно ждать, и ушел. Spurgeon was trying to be patient. А Спurgeon в это время практиковал христианское терпение. And Victorian manners dictated that he wait until he was summoned. И согласно обычаям той культуры викторианской, человек, ожидая в комнате, должен был ждать, пока его не позовут. But the time dragged out so that he finally picked up the bell and rang for the servant. Но пришло время, когда он уже ждать не мог, он поднял звоночек и позвонил и позвал слугу. And when they realized he was in the house, the headmaster was long gone. И когда это произошло, то человек уже нельзя было послать за тем, кто ушел, потому что он ушел достаточно давно. So Spurgeon was grossly disappointed. It was one of the bitterest disappointments of his life. Поэтому Спurgeon, конечно же, очень сильно разочаровался. But as he walked away from that missed meeting, he said, it seemed as if the Lord put these words on his heart. Но он говорит, когда я шел домой в тот день, то я как будто бы понял что-то. Do you seek great things for yourself? Как будто бы Господь говорил мне, ты ищешь чего-то великого для себя? Seek them not. Не ищи. And so Spurgeon said he resolved not to go to college. He interpreted that turn of providence as God's will that he should not go to college. Поэтому Спurgeon увидел в этом волю Божью, чтобы не идти учиться в колледж.
So he had never had any sort of seminary or Bible college training. Поэтому у него не было никогда ни семинарского, ни колледжского образования. He was entirely self-taught. Он исключительно обучал себя сам. From the pictures of the library I showed you, you can see that he was a voracious reader. И я думаю, из тех фотографий его библиотеки мы с вами можем понять, что он много читал. There were 12,000 volumes in that library. Что? Да. So only school. He only went to school and that's it. Yeah, like high school. Да. What do you call it? Старшая школа. So he never went to university. Он никогда не учил, у него нет высшего образования. Let's see, where was I? Oh, you could tell from the picture of the library that I showed you Итак, из тех фотографий библиотеки, которые я показывал вам, that there were a vast number of books there. там было много книг. The books that were sold to the library in Kansas City were about half of his total library. Книги, которые были проданы в библиотеку в Канзас-Сити, это была половина его библиотеки. Other books were inherited by his sons or given to people. Другие книги унаследовали его сыновья, и они были, еще другие книги были розданы людям. But before the library was dissolved and disassembled, there were book plates put in the front of each book. Но прежде чем эта библиотека была разделена, so there's a very distinctive book plate that verifies this book came from Charles Spurgeon's library. То на каждую из них поставили печать о том, что эта книга являлась личной книгой из библиотеки Чарльза Спurgeона. A friend of mine located one of those books in a used bookshop in London. Один из моих друзей нашел такую книгу в книжном магазине в Лондоне. And he very kindly bought it and gave it to me. И купил и подарил мне ее. So I do own one of Spurgeon's books. Поэтому у меня есть одна из книг Чарльза Спurgeона. The library in Kansas City asked me to give it back, and I refused. Библиотека в городе Канзас-Сити попросила меня, чтобы я великодушно пожертвовал ее библиотеку, но я великодушно отказался. Spurgeon began preaching soon after his conversion. Чарльз Спurgeon начал проповедовать вскоре после своего обращения. He already had the tools and much of the education necessary. И у него уже были необходимые средства и практические образования для того, чтобы это By the time he was 20 years old, he had already preached 600 times. К тому времени, когда ему исполнилось 20 лет, он уже проповедовал около 600 раз. At the height of his fame, he was the best-known man in England. И в пик своей славы он был самым знаменитым человеком в Англии. The Prime Minister Gladstone of England came to hear him. Его приходили слушать премьер-министр Англии Гладстоун. Members of the royal family, members of parliament came to hear him. Члены королевской семьи, члены парламента. There was even a president of the United States that went to hear him. Даже один президент Соединенных Штатов Америки захотел выслушать его. And several other famous people. И многие другие известные люди. Well, I'll say this till later. Let me take up where we left off with his conversion. Итак, давайте продолжим говорить о жизни Чарльза Спurgeона с момента его обращения. Now, as I said, he started preaching very early. Как я уже сказал, он начал проповедовать весьма рано. He was converted January 6, 1850. Он обратился 6 января 1850 года. Exactly 5 years and 1 day later, he preached his first sermon as the pastor of the congregation he would shepherd until the day he died. You said 5 years? 5 years. 5 years and 1 day. Ровно через 5 лет и 1 день он первый раз проповедовал в той церкви, где он был проповедником до дня своей смерти. I mentioned earlier that he was always mature beyond his years. Я ранее уже несколько раз отмечал, что он был зрелым человеком не по годам. This was true even in his spiritual growth. И это касалось даже его духовного роста. By the time he was converted, he knew so much scripture and had studied so much theology that it was almost as if he came into the Christian life as a mature person. К тому времени, когда он обратился, я думаю, вы видели, что он настолько много читал, настолько много изучал, что фактически находился в состоянии интеллектуально, по крайней мере, зрелого христианина. He had been influenced by his father and his grandfather, both of whom were pastors. На него влияние оказывали как его дед, так и его отец, которые оба были пасторами. He had studied all those Puritan works when he was a child. Когда он был мальчиком, он изучал труды пуритан.
And into his life as a Christian, he drew this encyclopedic knowledge that was gleaned from a childhood of interest in spiritual things. И поэтому фактически в эту взрослую жизнь он принес с собой энциклопедию знаний, которую накопил во время своих детских лет. There was one other profound influence I should not fail to mention. Есть еще одно влияние, о котором я не могу не сказать. In the autumn before his conversion, Осенью, перед своим обращением, he was a student in a private school in Cambridge. он учился в частной школе в Кембридже. The cook and the housekeeper at that school was a woman named Mary King. Поваром и служанкой в этом доме была женщина по имени Мэри Кинг. After Spurgeon grew up, he said later that he was indebted to Mary King for much of his theology. Когда Спurgeon вырос, он сказал о том, что он является должником Мэри Кинг, потому что она научила ему его богословию. She was one of those who loved to talk about theology. Она была тем человеком, который любила разговаривать о богословии. And she found a kindred spirit in Spurgeon. И она нашла соратника в себе Спurgeon. And they would sit at the kitchen table and talk about doctrine. И поэтому они сидели за кухонным столом и размышляли над доктринами. They would talk about the gospel. Говорили о Евангелии. They would talk about passages of scripture. Говорили о отрывках из Писания. She was a strong Calvinist. Она была сильным кальвинистом. And she was the person who really introduced Calvinism to Spurgeon. И она была человеком, который представил кальвинизм Спurgeону. He always recalled her with great fondness and gratitude. Спurgeon всегда вспоминал о ней с благодарностью. He said this about her. Он сказал следующее о ней. Many times we would go over the covenant of grace together. Очень часто мы с ней говорили о завете благодати. We would talk of the election of the saints and their union with Christ. Говорили о избрании святых и их союзе со Христом. We would talk about the doctrine of perseverance. Мы говорили о доктрине терпения. Да, мы говорили с ней о доктрине стойкости святых. We talk about what godliness meant. Мы говорили о том, что такое благочестие. And he says, I learned more from her than I would have learned from any 6 doctors of divinity. И он говорит о том, что от нее я узнал больше, чем от 6 докторов богословия. This woman attended a church in Cambridge that was spiritually dry, and she said the pastor was not very pastoral. Она сказала, что она была членом церкви в Кембридже, которая была немножко духовно суховатой, и пастор не очень, не очень хорошо справлялся со своими обязанностями. Spurgeon asked her why she bothered to go there at all. И Спurgeon спросил, зачем же ты туда ходишь вообще? And she said that a hen scratching on a heap of rubbish doesn't get any corn. Follow this. Okay. It's a Can you finish it? Sorry. A hen scratching on a heap of rubbish doesn't get any corn, but she shows that she's looking for it. She uses the means to get it, and she's warmed by the exercise. That's an analogy. Значит, такую аналогию она использовала. Она сказала, что курица, которая копается в мусоре, она никогда не найдет там кукурузы. Но тем не менее, она показывает, что она старается, и ей приносит удовольствие само это упражнение. Spurgeon had such a great regard for her that he also supported her financially in her old age. Спurgeon так полюбил ее, что также финансово поддерживал ее, когда она состарилась. Now, Spurgeon's conversion was at the end of the Christmas holiday that year. И, как мы уже заметили с вами, обращение Спurgeона было в раннем январе, и подходили к завершению рождественские праздники. And so when he came back to Cambridge, he decided to join the church where Mary was a member. И поэтому, когда он вернулся в Кембридж, он решил стать членом той церкви, в которую ходила Мэри Кинг. She said it was as dry as dust, but Spurgeon figured it was the only option he had at the time. Он сказал, что она была сухой, как пыль, но это единственный выбор, который у него был на то время. So he went to visit the minister of the church for a membership interview. Поэтому он встретился со служителем церкви на интервью, в котором он должен был пройти для того, чтобы стать членом церкви. But he was told the pastor was not available. Но ему сказали, что пастор не может с ним встретиться. 4 days in a row he tried to meet with that pastor. 4 дня подряд он пытался найти время, чтобы встретиться с этим пастором. Asking to join the church. Он просил разрешения стать членом церкви. And the pastor would not make an appointment with him. И пастор не нашел для него времени.
So he finally wrote a letter to the pastor. Поэтому он наконец-то написал ему письмо. And he said if the pastor wouldn't meet with him personally, he would simply stand up and propose himself for membership the next time the church met. Он сказал, что если пастор не найдет времени встретиться с ним на следующем церковном собрании, он встанет и предложит себя в члены. So the pastor finally agreed to interview him. Пастор наконец-то нашел время встретиться с ним. He was admitted to the fellowship of that church. И он был принят в эту церковь. It was the first church he joined as a new believer. Это была первая церковь, в которую он начал ходить как новообращенный. It was not a Baptist church, however. Но это не была баптистская церковь. And Spurgeon was determined to be true to the conviction he formed as a 14-year-old. И Спurgeon был уверен в том и хотел быть, помните, честным тому обещанию, которое он дал себе, когда ему было 14 лет. He wanted to be baptized as a believer. Он хотел принять крещение верующего. So he searched for a Baptist minister. There weren't many of them. Поэтому он искал баптистского служителя, их было не так уж и много. And he finally found one about 8 miles away. И, наконец, нашел одного, который находился на расстоянии около 10 километров от того города, где он жил. This was in a little town called Ilam. Это небольшой был городок, который назывался Айлом. Is this on? I can actually I think I'm pretty sure of that. У меня есть фотография. Okay, that doesn't. Хорошо, потом я покажу фотографию. Да. I'll show you later a photograph of the place where he was baptized. Позднее я покажу вам фотографию того места, где он принял крещение. He wrote to his parents first asking for their consent for him to be baptized. Во-первых, он написал своим родителям письмо, где он просил позволения принять крещение. They were Congregationalists, so they did not practice believers' baptism. Они были конгрегационалистами, поэтому они не практиковали крещение верующих. But they replied with their approval. Но они дали свое добро. And John Spurgeon warned his son. И Джон Спurgeon дал такое предостережение своему сыну. He told him, you should not trust in your baptism. Он сказал, не доверяйся, не уповай на свое крещение. Spurgeon understood that, of course. Конечно же, Спurgeon понимал это. His mother replied, telling him she had prayed for him from his infancy that he would become a Christian. Его матерь сказала ему, что она молилась о том, его младенчества, чтобы он обратился ко Христу. But she said, I never asked for you to be a Baptist. Но я никогда не молилась о том, чтобы ты стал баптистом. Spurgeon wrote back and told his mother, the Lord answered your prayers exceeding abundantly beyond what you asked for. Она говорит, ну, здесь нет ничего плохого, потому что Господь ответил на твои молитвы в избытке. And so on a Friday morning in early May that year, Spurgeon got up and he walked the 8 miles to Ilam Ferry. И поэтому Спurgeon встал в тот день и прошел 8 миль. And having never even witnessed a baptism by immersion, he was baptized. И никогда ранее не видев, что из себя представляет крещение погружением, он принял крещение. There were 2 young women also baptized that day. А в тот день также были крещены еще 2 девушки. Spurgeon said up to that time he had been timid. Спurgeon сказал, что до того времени он был таким спокойным. But as part of the baptism exercise, he had to give his testimony. Но перед тем, как принять крещение, он должен был рассказать свое свидетельство. And he said when he got in the water and saw the people on the shore, И он сказал, что когда я зашел в воду и увидел людей на берегу, other people in boats watching this baptism, увидел, как люди в лодках вокруг смотрели на это he крещение, said he didn't care what anyone thought. он сказал, что ему внезапно он не стал волноваться, что же думают люди. He said he hoped all of heaven and hell would be watching. Он надеялся, что все, что на небе и все, что в аду, смотрит на него в этот момент. Because a sudden boldness swept over him as he gave his testimony. Потому что когда он делился своим свидетельством, он чувствовал необыкновенную храбрость. He said my timidity was washed away. Он сказал, что вся моя такая спокойствие и скромность в отношении моей веры, как будто бы вода смыла ее. He said he thought it floated down the river and into the sea, and it must have been devoured by fishes. Он сказал, что, наверное, ее смыло по реке, унесло в море, и там ее съели рыбы. Because he said, I've never felt any kind of fear since then. Потому что он говорит, я больше не испытывал страха перед людьми. He said, baptism loosed my tongue. Он говорит, что крещение развязало мой язык. And from that day on, I've never been quiet. И с того времени я никогда не молчал. Spurgeon's Baptist convictions were biblical, not sectarian. И баптистские убеждения Спurgeона были библейскими, они не были сектарианскими. And
By that I mean this. Что я имею в виду? He didn't become a Baptist in order to be part of a denomination. Он не стал баптистом для того, чтобы быть частью деноминации. He became a Baptist because he was convinced the Baptistic understanding of the sacraments was the most biblical. Он стал баптистом, потому что считал, что баптисты вернее всего толковали таинства. He would have been happy to pastor a church that was Baptistic, but not part of any Baptist union. И он был бы готов стать пастором церкви, которая имела как бы баптистские убеждения, но не была частью какого-то союза. It wasn't the denominational identification that he craved. Для него было главное не деноминационная принадлежность. And in fact, in his later years, he pulled his church out of the Baptist Union because of his conviction that the union was becoming too tolerant of doctrinal compromise. И в поздние годы своего служения его церковь вместе с ним вышли из Баптистского союза, потому что он считал, что Баптистский союз толерантно относится к доктринальным компромиссам. After his conversion and baptism, Spurgeon immediately set out to do as much as he could to proclaim the gospel to other people. После своего обращения и крещения Спurgeon начал активно проповедовать Евангелие другим людям. It was as if he sensed his calling right away. Как будто бы он чувствовал свое призвание мгновенно. He at one point was even thinking that he might be called to be a missionary overseas. В один момент сложилось впечатление, что его призывали быть, он чувствовал, что Бог призывает его быть миссионером. He thought about going to China. Он хотел поехать в Китай. And in fact, all his life he maintained an interest in international missions. И всю свою жизнь он был заинтересован в международных миссиологии международной. But he knew he needed to start right where he was. Но он знал, что он должен начать с того места, где он находился. And so he started immediately. И поэтому он начал тут же. As a brand new Christian, he began distributing tracts. Будучи новообращенным, он начал распространять христианскую литературу. He would spend his Saturdays going door to door with the gospel. В субботу он целый день проводил, навещая людей, которые жили рядом с ним, и распространяя Евангелие. And I mentioned he was baptized on a Friday. И он принял крещение в пятницу. On the following Sunday, he partook of the Lord's table for the first time. В следующее воскресенье он впервые участвовал в вечере Господней. And on that day, he began teaching Sunday school. И в тот день он начал преподавать в воскресной школе. And he found that teaching young boys was a good way to hone his speaking skills. И он обнаружил, что преподавать молодым ребятам, мальчикам, было очень хорошим упражнением для того, чтобы научиться быть лучшим учителем. This is where he learned how to hold an audience. Он сказал, что это было прекрасным упражнением, чтобы следить за тем, чтобы аудитория не засыпала. He said when the boys began to fidget, it was a sign he needed to give them an illustration or do something to recapture their attention. Он сказал о том, что когда ребята начинали баловаться, он понимал, что нужно опять привлечь их внимание какой-то иллюстрацией или еще чем-то. He transferred to a different school the following school year. На следующий учебный год он перешел в другую школу. This was his final year in school before he would have gone off to university. Это был последний год в школе перед тем, как ему нужно было отправиться в университет. And it was there that he preached his first sermon. И там он проповедовал свою первую проповедь. Actually, he more or less got tricked into it. И он сказал, что меня фактически заманили. Spurgeon joined a Baptist church in Cambridge with a long history. Спurgeon присоединился к баптистской церкви в Кембридже, которая имела долгую историю. And one of the men in that church was the president of an organization called the Preachers Association. И одним из людей в этой церкви был человек, который был президентом организации, которая называлась Ассоциация проповедников. This man came to see Spurgeon one Saturday morning just as school was turned out. И однажды этот человек в субботу пришел, чтобы повидаться со Спurgeoном. And he invited him to go with him to the town of Teversham the next morning. И он пригласил его вместе с ним проведать городок Тевершем в воскресенье. He said, there's a young man going to preach who's not accustomed to preaching, and he would appreciate having company. Он сказал, что там будет проповедовать молодой человек, который очень редко проповедовал, и поэтому он бы хотел, чтобы мы оказали ему поддержку. And so the guy showed up the next day to walk
the distance to this town with Spurgeon. И поэтому за Спurgeoном пришел человек, который должен был проводить его в этот город. And there was another young man with him. И с ним был еще один молодой человек. And Spurgeon assumed this other young man was the preacher who wasn't accustomed to И preaching. Спurgeon думал, ну вот, это тот молодой человек, о котором он говорил, который не привык проповедовать. And so as they got near the town, he told him, he said, I'm praying for you that the Lord empowers you as you preach. Поэтому, когда они подходили к этому городу, Спurgeon сказал этому молодому человеку, что я буду молиться за тебя, чтобы Господь благословил твою проповедь. And the guy looked at Spurgeon like he was crazy. Но этот парень посмотрел на Спurgeона, как будто он был сумасшедший. And he said, I've never preached. Он сказал, я никогда не проповедую. I can't preach. Я не умею проповедовать. And unless you preach, there's not going to be a sermon. И если ты не будешь проповедовать, то никто не будет And проповедовать. Spurgeon realized that this man had more or less tricked him into coming along, and he was going to be the preacher. И Спurgeon понял тогда, что тот человек, который пришел к нему, говорил о нем. It's not a very good tactic to anoint a new preacher. И это не самая лучшая тактика для того, чтобы ободрить человека проповедовать Слово Божье. Because especially beginning preachers need lots of time to prepare. Потому что люди, которые вообще никогда не проповедовали, им, наверное, нужно еще больше времени, чтобы приготовить проповедь. Spurgeon had no time to prepare for this first sermon. У Спurgeона не было времени приготовить свою первую проповедь. And so he decided to use one of his recent Sunday school lessons. Поэтому он решил адаптировать вот этот случай, свой урок из воскресной школы. The text that he chose was 1 Peter 2:7. Текст, который он выбрал, это 1 Петра 2:7. Unto you who believe, he is precious. Вам, уверовавшим, он драгоценен. And when he finished preaching, he said he was just relieved he hadn't broken down or lost his mind. Он говорит, что когда я закончил проповедовать, я был так счастлив, потому что я очень сильно волновался. Other people in the audience said they were dramatically affected by the message. Но люди, услышавшие эту проповедь, сказали, что она оказала на них огромное влияние. Now again, this reminds us that Spurgeon was naturally gifted as a preacher. И поэтому это является напоминанием для нас о том, что Спurgeon был одаренным от Бога He проповедью. had that rich voice and a quick mind. У него был этот глубокий голос и острый ум. He was witty and he was eloquent. И он был интеллигентен и красноречив. And even prior to his conversion, he was knowledgeable about theology. И даже до своего обращения он был знаком с богословием. And so from that very first sermon, his preaching stood out as something special. Поэтому даже начиная от самой первой его проповеди, его проповедь отличалась чем-то особенным. And it wasn't long until the entire region around Cambridge was talking about this young boy preacher. И вскоре весь этот район вокруг города Кембриджа разговаривал о этом мальчике-проповеднике. Spurgeon was invited to preach in various churches and study groups on Sundays and on weekends. Спurgeона приглашали по выходным проповедовать в разные церкви. And here's how he described his own daily routine in those days. И вот как он описывает свой распорядок дня в то время. He said, in the early morning he'd get up and pray and read the Bible. Он говорит, рано утром я вставал, молился и читал Писание. Then he would go to school and do his studies until about 5 in the evening. Затем, например, если это была суббота, он шел в школу и до 5 вечера учился. And then he would go out almost daily sharing the gospel. И во время будней, если это были будние дни, то после школы он шел, проповедовал Евангелие. Toward the end of October, В конце октября in 1851, 1851 года Spurgeon agreed to supply the pulpit in Water Beach. Спurgeon согласился проповедовать. That means he was filling the pulpit because they didn't have a pastor, so he would preach. He wasn't appointed to be the pastor, but he was a substitute. Да, так как там не было проповедника в этой церкви, Спurgeon согласился проповедовать в церкви в городе Уотер-Бич. This was a primitive chapel with a thatched roof. И это была очень простенькая церквушка. And when Spurgeon agreed to do it, he thought he would preach only a few Sundays. И поэтому Спurgeon решил помочь на несколько воскресений. But he ended up remaining at that place for almost 2 years. Но оказалось, что он проповедовал там практически 2 года. His first convert was the wife of a common laborer. Первый человек, который обратился вследствие его проповедей, была женщина рабочего. Женщина, которая была женой рабочего простого. He said he prized that one soul more than all the multitude that came after. И он сказал, что для него это была самая драгоценная душа из всех, которые покаялись благодаря его проповеди. She was converted on a Sunday.
она пришла ко Христу в воскресенье. On Monday, he went down to her cottage to visit with her, В понедельник он пошел к ней в дом, чтобы проведать ее. and he wrote about it. И он написал об этом. He said it was one of the most joyful days of his life. Он сказал, что это был один из самых радостных дней его жизни. He said if somebody had told him a distant relative died and left you 20,000 pounds, he said it wouldn't have compared to the joy he had over this one soul. Он сказал, что если бы мне однажды пришло письмо о том, что какой-то дальний родственник, с которым я никогда не был знаком, умер и оставил мне наследство 20 000 фунтов, я не был бы так счастлив, как был счастлив в тот день, когда пришел к этой женщине. As his fame spread, he began to get invitations to preach in other churches nearby. И как бы молва начала расходиться от Чарльза Спurgeона, и его начали приглашать в другие церкви. He was actually invited to the church that had hosted his baptism in Ilam. Его также пригласила та церковь, где он принимал крещение в Айламе. And the deacons in that church figured they would have a big crowd to hear Spurgeon. И диаконы этой церкви ожидали, что Спurgeona придет послушать много людей. But when the day arrived, the congregation consisted of 6 people. Но когда Спurgeon пришел в тот день, то в собрании было 6 человек. Spurgeon preached one of his best sermons. И Спurgeon проповедовал одну из своих лучших проповедей. And by the evening, there was not even standing room in that place. И к вечеру в этой церкви не осталось места даже в проходах, чтобы стоять. I'm going to skip some material here. After 2 years at Waterbeach, his reputation reached to London. Итак, после 2 лет проповеди в городе Уотербич, молва о Спurgeoне дошла до Лондона. The New Park Street Baptist Church was probably the best known and one of the largest Baptist churches in London. Баптистская церковь New Park Street была, наверное, одной из самых известных и больших церквей в Лондоне. The church had already had 3 very famous pastors. В церкви уже было 3 знаменитых пастора. 100 years before Spurgeon's time, it was pastored by John Gill. За 100 лет до Спurgeona пастором этой церкви был Джон Гилл. John Gill was probably the brightest, best Baptist expositor who ever lived. Джон Гилл, скорее всего, был самым лучшим проповедником экспозиционным среди всех баптистов. He was a scholar and an exegete and an excellent theologian. Он был ученым, экзегетом и великолепным богословом. He wrote commentaries and books on theology. Он писал комментарии и богословские книги. He was the most famous Baptist ever prior to Spurgeon. До Чарльза Спurgeона он был самым знаменитым баптистом. And Gill's influence on the Baptists in England was widespread. И поэтому все баптисты Англии, по крайней мере, были обязаны в чем-то Гиллу. And it wasn't all good. И его влияние не всегда было хорошим. Gill had leanings towards hyper-Calvinism. Потому что Гилл склонялся к гиперкальвинизму. And a lot of his followers became hyper-Calvinists. И многие из его последователей стали And гиперкальвинистами. the effect of hyper-Calvinism on the Baptist churches in England had been not good. И гиперкальвинизм оказал тлетворное влияние на баптистские церкви в Англии. Many churches died because of the effects of hyper-Calvinism. Многие церкви вымерли из-за влияния гиперкальвинизма. Others became cold and dry places where the gospel wasn't preached. Другие стали холодными, сухими церквями, в которых не проповедовалось Евангелие. Nevertheless, Gill himself was respected as a theologian. Тем не менее, сам Гилл был уважаемым богословом. And this church, the New Park Street, was considered by everyone to be John Gill's church. И поэтому эта церковь New Park Street считалась церковью Джона Гилла. Even though Gill had been dead for nearly a century. Несмотря на то, что Гилл уже умер практически столетие спустя. The church was in a bad location. И эта церковь находилась в не очень благоприятном районе. It was right next to the River Thames on the south bank. Она была на южном берегу реки Темза. If any of you have ever been to London or know the layout, it was exactly where the Globe Theatre has been reconstructed today. Если вы когда-нибудь побываете в Лондоне, или, может быть, кто-то из вас уже был, то это было в том месте, где сейчас отстроен театр Глобус. But in Spurgeon's time, this was an unhealthy place. Но во времена Спurgeona это был неблагоприятный район. Sewage in London was dumped immediately into the river. Потому что канализация выходила прямо в реку.
everything within a half mile of the river was saturated with a foul smell and lots of germs. Все, что было вблизи реки, как бы из-за того, что канализация впадала прямо в нее, был плохой запах и как бы рассадник бактерий. This was in the days when the burning of coal turned every building in the city black. В те дни также сжигаемый уголь превратил все дома в городе в черный цвет. And the church was constructed just under and right next to and almost under a bridge. И церковь была построена фактически под мостом. It was dark. Там было темно. It didn't have enough windows. Там не было достаточно окон. And it was a little bit difficult to get to. И вообще туда было трудно пробраться. In fact, if you wanted to go there by carriage, you had to be dropped off almost a half mile away. И если бы вы ехали туда в экипаже, то вам нужно было бы выйти где-то на расстоянии 700 метров от этой церкви. The ground at that point was so low that it frequently flooded. И это как бы церковь, этот район находился в низмине, поэтому очень часто его затопляло. And it was surrounded by factories and warehouses. И вокруг него были фабрики и склады. One pastor said there was no more dingy, uninviting, or repelling region than that place. Один человек, однажды отзываясь об этом месте, сказал, что это было самое отвратительное и неприглядное место. A contemporary described it as a gloomy, narrow street surrounded by small, dirty-looking houses. Современник Спurgeon описывал эту улицу как бы небольшая, темная улочка, вокруг которой были страшно выглядящие дома. And within walking distance of the place was a famous gambling place. И недалеко от этой церкви был очень знаменитый игорный дом. So it was a neighborhood of ill repute. Поэтому, мягко говоря, эти окрестности пользовались плохой репутацией. Now, by the time Spurgeon came to this church, it was already 250 years old. К тому времени, когда Спurgeon пришел в эту церковь, ей было уже 250 лет. And as I said, it had at least 3 famous pastors. И, как я уже сказал, в ней было как минимум 3 известных пастора. The portraits of these pastors are still hanging in the pastor's office at the Metropolitan Tabernacle. Портреты этих пастырей до сих пор висят в офисе пастора в церкви Скиния Метрополии. I'll show you pictures of them later. И я покажу вам фотографии But позднее. the earliest of the 3 was Benjamin Keach. Но самым первым, самым ранним пастором был Бенджамин Кич. He had actually been put in the pillory for his faith. You know what a pillory is? No. It's a stocks where they lock your head and hands into a wooden and put you on public display. Да, и за его веру его в кандалах посадили, я не знаю, как называется на русском языке, но это такая доска, где есть как бы проем для головы и для рук. И человека забивают в эту колоду, и он как бы там стоит на показ у всех людей. Колода позора. Okay. So he had suffered for his faith. Поэтому он пострадал за свою веру. He had written some helpful books on the metaphors and parables of Scripture. Также он написал несколько полезных учебных изданий о метафорах в Священном Писании. He had pastored that church for 36 years. Он был пастором этой церкви 36 лет. From 1668 to 1704. С 1668 года по 1704. So he was pastor there in the Puritan era. Поэтому он был пастором в этой церкви в эпоху пуританства. He was followed pretty closely by John Gill. There was one other pastor between them. Между ними был еще один пастор, поэтому вскоре после него пришел Джон Гилл. John Gill pastored the church for 51 years. Джон Гилл был пастором этой церкви 51 год. From 1720 to 1771. С 1720 по 1771. He was an imposing man, both the way he looked and the way he spoke. Он был очень впечатляющей личностью. Это касается того, как он выглядел, и того, как он говорил. I have copies of his commentaries. У меня есть копии его комментариев. And he was such a scholar, he would go in and out of several languages. И у него он настолько был ученым человеком, что он мог одновременно писать
на одном языке и заканчивать предложение на другом языке. He didn't bother to translate. He figured if you were reading his commentaries, you ought to know these languages. И он, не переводил их, потому что он думал, если вы читаете мои комментарии, то вы должны знать эти языки. Hebrew and Greek and English. Еврейский, греческий, английский. And they're to this day quite helpful commentaries. И, в принципе, достаточно полезные комментарии для сегодня. He was also, as I said, a high Calvinist. Как я уже сказал, он был гиперкальвинистом. And there, I'll show you the picture of his portrait. He has a kind of almost angry look on his face. И, я не знаю, как вы посчитаете, я покажу вам позже его портрет, но у него был такой вид лица озлобленный. He's sort of turning up his nose like this. Он как будто бы так, знаете, задрал нос. And Spurgeon said he used to tell people he's turning up his nose he smells Arminianism in the neighborhood. И он сказал, что он как бы задирает нос, вынюхивает армян в районе. The third famous pastor there was John Rippon. Третьим знаменитым пастором был Джон Риппен. He wrote the first hymn book. Он написал первый сборник гимнов. He collected some hymns, and it was the first Baptist hymn book, and he ministered there for 63 years. Он собирал разные гимны и опубликовал первый баптистский сборник песен и гимнов. И он был пастором там 60 лет. He followed John Gill and pastored from 1773 to 1836. Поэтому с 1773 по 1830 годы он был там пастором. When John Rippon came to that church, he was only 20 years old, same as Spurgeon. Когда Джон Риппен пришел в эту церковь, ему было лишь 20 лет, так же как и Спurgeon. And some of the older members left because they thought he's too young. И некоторые из более пожилых прихожан этой церкви ушли оттуда, потому что они сказали, нам не нужен такой молодой пастор. But he stayed 63 years and distinguished himself as one of the finest Baptist pastors in history. Но Джон Риппен пробыл в этой церкви 63 года и запомнился как один из самых выдающихся баптистских пасторов. So this was an old church with a rich history. Поэтому это была достаточно старая церковь с богатой историей. And it's not the kind of church that you would expect to call a 20-year-old to be their senior pastor. И в такой церкви странным было бы выглядеть 20-летнего мальчика в роли пастора. But they had that precedent with they had set that precedent with Benjamin Keach. Но у них был этот прецедент. And so they did it again with Spurgeon. И поэтому Спurgeon как бы был не первым. The building, by the time Spurgeon came, was already fairly large. Когда Спurgeon пришел в эту церковь, то здание этой церкви к тому времени уже было достаточно большим. It was capable of seating 1,200 people. Туда могло поместиться 1200 человек. But when Spurgeon started there was a congregation of only 200. Но когда Спurgeon начал там проповедовать, на собрание приходило около 200 человек. So most of this church was vacant. Поэтому большая часть мест в церкви была пусты. Были пусты. They had no senior pastor for several years. И прошло несколько лет с того времени, как у них был пастор. And so when they called Spurgeon, they were kind of desperate. Поэтому Спurgeon туда был приглашен, когда церковь находилась в отчаянном состоянии. It's an interesting story how they discovered Spurgeon. Интересно рассказать о том, как они узнали о Спurgeoне. One of the deacons of this church happened to be in Cambridge. Один из диаконов этой церкви побывал в Кембридже. And he attended an anniversary gathering of the Cambridge Sunday School Union. И он побывал на встрече на юбилее Союза воскресных школ Кембриджа. This was a big event with several speakers. И это был большой праздник, там было несколько выступающих. And Spurgeon was scheduled to be one of the speakers. И Спurgeon должен был проповедовать. He was the young one. Он был молодым. And the other two speakers were much older and considered themselves respectable pastors. Другие два проповедника, они были намного старше и считали себя респектабельными пасторами. And they actually publicly declared their contempt for Spurgeon because of his age. И они публично высказали свое неуважение к Спurgeoну из-за его возраста. One of them asked him why he left his few sheep in the wilderness. Один спросил, почему этот мальчик оставил свое стадо овец. And the other one said he wished that
boys would tarry at Jericho until their beards were grown before attempting to instruct older people. That, by the way, is a biblical reference. You know, the prophets had their beards cut off, and that was the symbol of their authority. And so they had to wait until their beards grew back before they went. So this guy was making a reference to that Spurgeon should wait till his beard grew. Да, и спасибо, Фил. Он мне объяснил, что этот человек тоже сделал такую шуточку в адрес Спurgeона насчет того, что нужно подождать, пока у него отрастет борода, прежде чем он будет учить взрослых людей. И он говорил, как бы он там упомянул Ерихон, потому что, чтобы быть пророком во времена Ветхого Завета, как бы нужно, чтобы тебе отрезали бороду. То есть ты отрастил бороду, тебе ее отрезали, и тогда ты взрослый считается. I mentioned that Spurgeon had always been kind of a timid person. И я уже упомянул о том, что Спurgeon вначале отличался такой скромностью и спокойствием. But he said his baptism washed his timidity away. Но он сказал, что воды крещения смыли с него это спокойствие и скромность. And you can see it in this incident. И в этом инциденте это как раз и проявилось. These two men had insulted him from the pulpit. Потому что эти два человека оскорбили его с кафедры. And he was the last speaker. И он был последним проповедником. And so when he got up, he reminded the people that those prophets that were told to wait at Jericho until their beards grew back were not boys, but they were men whose beards had been shaved off by their enemies. И поэтому, когда он вышел, он напомнил о том, что тех пророков, которые попросили ждать у Ерихона, они были не мальчики, они были взрослые люди, и бороды, которые им отрезали, были отрезаны их врагами. And so he said, an old minister who disgraced his calling has more in common with those beardless prophets than a young boy does. Поэтому он сказал, что пожилой служитель, который опорочил свое призвание, он больше похож на этих безбородых пророков, чем мальчик. This fellow who was visiting from London was impressed with his boldness. И этот диакон, который приехал из Лондона, он был впечатлен реакцией и смелостью Спurgeона. And when he got back to London, he recommended to the other deacons that they call Spurgeon and let him preach there and consider him to be the pastor. И поэтому, когда он вернулся в Лондон, он рассказал другим диаконам о Спurgeоне, и они пригласили его проповедовать и хотели предложить ему пасторство. They sent a letter to Spurgeon. Они написали письмо Спurgeону. They addressed it to the church. Они адресовали его церкви. So one of the deacons received it and opened it up. Поэтому один из диаконов в церкви, где был Спurgeon, в этом городе, открыл это письмо. And he gave it to Spurgeon on a Sunday morning when he arrived at the Waterbeach Church to preach. И передал его Спurgeoну, когда тот пришел утром в воскресенье в церковь, чтобы проповедовать. Spurgeon gave the letter back to the deacon. Spurgeon вернул письмо диакону. He said there must be a mistake here. This invitation has to be meant for someone Он else. сказал, наверное, это ошибка, наверное, они приглашают кого-то другого. But the deacon shook his head and he said, I know there's no mistake. Но диакон покачал головой и сказал, какая тут может быть ошибка. He said he knew that eventually the reputation of their pastor would reach to London and he would be called to a church there. Он сказал, что я знал, что твоя репутация достигнет Лондона и тебя пригласят туда. The next morning he sent a response to this В invitation. следующее утро он написал ответ. He said he was willing to come to London for a Sunday, but he said he thought maybe they had invited him in error. Он сказал, я готов приехать в воскресенье, но вероятно вы ошиблись. He wanted to make sure they knew that he's only 19 years old. Он хотел убедиться в том, что они знали, что ему 19 лет. And he said really beyond the Cambridge neighborhood he'd never even been. Он сказал, что я даже не выезжал за пределы этого района Кембриджа. So the London church wrote him back again and said, "No, we're serious about this. We want you to come and preach." Поэтому лондонская церковь сказала, нет, это не шутка, приезжай, мы хотим, чтобы ты проповедовал у нас. And so he arranged to preach at the New Park Street Church for the first time on December 18th of 1853. И поэтому впервые он проповедовал в церкви New Park Street 18 декабря 1853 года. He wasn't entirely happy about this. И он не был очень рад этому. And he said he kept repeating to himself the text, he must needs go through Samaria. He needs to go through Samaria. И поэтому он повторял постоянно, нам должно идти через Самарию, нам должно идти через Самарию. He said he felt like the Lord was
was pressing him to go through a path he did not want to go. Он чувствовал, что Господь заставляет его идти в том направлении, в котором он не хочет идти. And because it was Christmas time in London, the city was especially hectic. И так как это было рождественское время в Лондоне, то в городе было необычайно много суеты. There was no hospitality for him in any of the church members' houses. Не нашлось места ни в одном из домов прихожан церкви. Instead, they sent him to a boarding house while he was there as their guest. Вместо этого они отправили его жить в гостиницу. And it was a boarding house in not a very good neighborhood. И эта гостиница не была в хорошем районе. Not very close to the church. Она не была близко к церкви. And he was given a bedroom he said was the size of a cupboard. И он сказал, что ему предложили спальню, которая была размером со шкаф. It was on the first floor, just above the front door. Он сказал, что она была на первом этаже, прямо возле двери. So it was on the street side where he heard all the traffic all night. Поэтому он целую ночь не мог спать, потому что была улица и постоянно был шум. He had grown up and always lived in the country. Он сказал, что я вырос в деревенской местности. And apparently you could tell that by looking at him. И он сказал, что по мне это даже было видно. His clothes were not stylish. Его одежда не была модной. He had a blue handkerchief with white spots. У него был синий платок в белую горошинку. And in this boarding house where they put him, there were some other young men, students. И в этой гостинице жило несколько других молодых людей, студентов. And when they found out what he was there for, they sort of mocked him. И когда они узнали, зачем он там, то они начали насмехаться над ним. They began to talk to him about how wonderful all the preachers in London were. Они начали говорить ему о том, как прекрасно проповедуют в Лондоне. And he said by the time he went to bed, he was so depressed, and with the noise out on the street, he hardly got any sleep all night. И поэтому он сказал, что я с таким расстроенным ушел спать, и помимо всего прочего, из-за этого шума на улице, я так и не сомкнул глаза. In fact, he said when he arrived at the church the next morning and saw the size of the building, he felt he was out of his league. И поэтому, когда он сказал, что я, когда утром подходил к церкви и увидел размеры этой церкви, я понял, что мне тут вообще делать нечего. But once he stood up in front of the congregation, Но когда он вышел за кафедру, which on that day was very small, it was about 80 people. в тот день в собрании сидело около 80 He человек. said he felt the power of the Lord, he gained confidence, and he preached this message. Он сказал, что он почувствовал прилив силы от Господа и с уверенностью проповедовал свою проповедь. His text that day was James 1:17. Текст, который он избрал в тот день, было Иакова 1 глава 17 стих. Every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights, Каждый благой дар нисходит свыше, with whom there is no variableness nor shadow of turning. от Отца, в котором нет тени изменений, перемен. Immediately, the response of this congregation was favorable to him. И мгновенно эта церковь благосклонно отнеслась к Спurgeonu. One of the deacons said immediately after the service that he was quite certain that if Spurgeon were there for only 3 months, they would fill up their building. Один из диаконов подошел к нему и сказал, что если бы ты остался хотя бы на 3 месяца, то церковь была бы переполнена. And in fact, there was so much talk about it that between the morning service and the evening service, the congregation blossomed. И интересно заметить, что вести о утренней проповеди Спurgeона разнеслись так быстро, что намного больше людей уже пришло на вечернее служение. There were about 3 times as many people there for the evening service. На вечернее служение пришло уже в 3 раза больше людей. And Spurgeon preached from Revelation 14, verse 5. И Спurgeon проповедовал из Откровения 14 главы 5 стиха, Which says they are without fault before the throne of God. где сказано, что они не повинны пред престолом Божьим. Let's see, in that audience that night was the girl who would eventually be his wife. Среди прихожан этой церкви в тот вечер была девушка, которой суждено было стать его женой. She later said she was not particularly impressed. Она сказала, что он ей сперва не понравился. And she couldn't take her eyes off that blue handkerchief with the white spots. И больше ее внимание привлек этот платок. If we have time later, I'll read you the comments she wrote. И если у нас останется время, я еще прочитаю некоторые слова, которые она говорила. After the evening service, people were so excited to have this man there as their pastor, they wouldn't move until the deacons assured them that they would do their best
to try to get him to come again. And before Spurgeon left the building that night, they invited him to come back. И поэтому после служения прихожане церкви не хотели уходить, пока они не убедили диакона в том, чтобы они заставили Спurgeона остаться. И поэтому никто не разошелся, пока они не попросили Спurgeона прийти еще раз. Here is his description of that day. Вот что Спurgeon говорит, вспоминая об этом дне. He said, "The Lord helped me very graciously. Он говорит, Господь оказал мне великую милость. I had a happy Sunday in the pulpit. У меня было счастливое воскресенье за кафедрой. I spent the day in between services with warm-hearted friends. Я провел время между служениями с дорогими друзьями. And when I went back to the boarding house that night, I was not alone. И поэтому, когда я вернулся назад в гостиницу, я уже был не один. And he said I was no longer afraid of London. Я уже не боялся Лондона. My tone was changed. Мой тон изменился. I didn't want anyone's pity. Мне не нужно было чье-то сожаление. I didn't care what those young students thought about the miraculous preachers in London. Мне уже было все равно, что говорили эти молодые ребята о чудесных проповедниках Лондона. The noise in the street didn't bother me. Мне уже не мешал шум на улице. Nothing could have bothered me. Ничто мне не могло помешать. He said, I looked at the lion, and his majesty didn't appear to be as tent, as majestic, as when I heard his roar from miles away. That's another metaphor. Okay. You have trouble with those. Is he talking? Just skip it. It's not important. A few days later, he wrote to his father. Ну, он просто сказал, что это еще одна метафора, ты не умеешь переводить, поэтому не переводить, давай дальше. He apparently spent... I just translated what you told me, so there you go. Metaphors don't translate well. All right. I wasn't sure if the lion was Jesus Christ or not. Oh, yeah, no. Okay, I see. You know, he So meant London was the lion. lion, like the devil, really. You know. Oh, okay. Adversary, the devil walks around like a roaring lion. Right. But it just represents something that he felt threatened by. But it doesn't matter. Значит, просто он говорит, да, я так понял, что метафоры, ты с ними не дружишь. Я спросил, что значит эта метафора? Я же думал, потому что она такая красочная, и трудно, если ты не знаешь, что она значит, то на другой язык нельзя перевести. И я думал совсем другое, чем она на самом деле являлась, и он сказал, ладно, хорошо, постараюсь больше без метафор. I'll skip the metaphors from now on. So he stayed in London for a few days. Итак, он остался в Лондоне на протяжении нескольких следующих дней. He wrote one of those letters I mentioned to his father. Он написал одно письмо, которое мы уже упоминали своему отцу. He described his activities. Он описывал свое поведение. He sounds like any 21st century visitor to London. И он, то, что он описывает, это очень похоже на воспоминания многих других людей, которые посетили Лондон в 20 столетии. He went to St. Paul's Cathedral, which is still one of the great tourist attractions. Значит, побывав в Лондоне, он первым делом пошел в собор Святого Павла, который до сих пор является одним из самых таких больших туристических мест. He climbed to the top of it, where you can go out and look over the city of London. Он забрался на самый верх, откуда можно выйти из балкона посмотреть на Лондон. And he says he left a lot of money with the booksellers. И он сказал, что он оставил много денег в книжном магазине. He later wrote a book called Commentaries and Commentators. Позднее он написал книгу, которая называется «Комментарии и комментаторы», where he basically listed all the popular commentaries, and he wrote a critique or a word of praise for each book. Где он, в этой книге был список популярных комментариев, и каждый из них он добавил либо замечание, либо похвалу. And in that book, as he's critiquing one of the commentaries, he says this. В этой книге, когда он критиковал один комментарий, он пишет следующее. It was a commentary by Thomas Scott. Этот комментарий написал человек по имени Томас Скотт. As he comments on that particular commentary in his book, говоря об этом комментарии, he says he bought a copy of this with his first pulpit fee in London. Он говорит, что он купил копию этого комментария, потратив на это первые заработанные в Лондоне деньги. But he said afterwards he came to think of it as nothing but milk and water. Но в конце концов он понял, что этот комментарий не представляет собой ничего большего молока и воды. So apparently he wasn't that pleased with his first book purchases. Поэтому складывается впечатление, что он расстроился, что потратил свою первую зарплату на такую первую книгу.
Let me read you a letter that he wrote to his father that week. Позвольте прочитать вам отрывок из письма, который Чарльз написал своему отцу на той неделе. And what interests me about this letter is that the insight that it gives into Spurgeon's early concerns about the hyper-Calvinism in the congregation he was going to pastor. И что как бы интересного в этом письме, что Спurgeon выражает беспокойство о гиперкальвинизме, который был в этой церкви. Remember, this was still considered John Gill's church. Помните, что эта церковь по-прежнему считалась церковью Джона Гилла. And John Gill had this leaning towards hyper-Calvinist opinions. И Джон Гилл имел склонность к гиперкальвинизму. This had filtered down to that congregation. И поэтому эта склонность осталась до сих пор в этой церкви. Here's what Spurgeon wrote to his father. Поэтому в этот момент Спurgeon пишет такие слова. My dear father, Дорогой отец, I concluded abruptly before. He's apparently continuing a previous letter. складывается впечатление, что он продолжает прошлое письмо, потому что он говорит, мне пришлось вскоре закончить. But he said, you are often interrupted in your writing, and so you can excuse it in me. Он говорит, ты часто тоже останавливаешься на полусловие, поэтому ты можешь простить это мне. I don't remember what I said and what I left unsaid. Я не помню, что я написал и о чем я забыл упомянуть. But I hope to be home in 3 days. Но я надеюсь быть дома через 3 дня. I think of running down from London on Tuesday, January 3rd, and I'll go home on Friday the 6th. Я надеюсь, что 3 января я уеду из Лондона и 6 буду дома в пятницу. He says, I hope it'll be a sweet visit, although it must be a short one. Я надеюсь, что мы вместе проведем время, хотя и это будет, мой визит будет недолгим. So, in other words, he's planning to go visit his father on the way out of London. Поэтому он планирует навестить свой дом по дороге, дом своих родителей по дороге назад из Лондона. He says, if I settle in London, I'll come and see you often. Он говорит, если я перееду в Лондон, я буду приезжать к тебе чаще. I don't anticipate going there with much pleasure. In other words, he's saying, I don't really look forward to going there. Но как бы мне не очень хочется переехать сюда. I'm contented where I am. Я доволен быть там, где я есть сейчас. But if God has more for me to do, then let me go and trust in Him. Но если Бог захочет, чтобы я служил Ему там, то я буду уповать на Него. These people from London are higher in Calvinism than I am. Он говорит, эти люди в Лондоне еще больше кальвинисты, чем я. But I've already succeeded in bringing one church to my view. Но я уже достиг успеха в том, чтобы как бы привнести свои взгляды в одну церковь. And I trust with God's help I can do the same in another. И я надеюсь, что с Божьей помощью мне получится сделать это и в другой церкви. I'm a Calvinist. Я кальвинист. I love what someone called glorious Calvinism. Я люблю то, что один человек назвал славным кальвинизмом. But hyper-Calvinism is too spicy for my palate. Но гиперкальвинизм слишком острый для моего вкуса. I found a relative of ours in London. Я нашел нашего родственника в Лондоне. She is the daughter of Thomas Spurgeon. Она дочерь Томаса Спurgeона. On Monday she came and brought the unmarried sister. В понедельник она познакомила меня с незамужней сестрой. You remember her? She was at home when we visited last Christmas. Ты помнишь, она была дома, когда мы приезжали туда на прошлое Рождество. He says, and this is where he says, I spent Monday going around London. Он говорит, в понедельник я гулял по Лондону. I climbed to the top of St. Paul's. Я был на верхушке Святого Петра, And I left some money with a bookseller. и потратил деньги в книжном магазине. Now he talks about the church in Waterbeach that he's leaving. Теперь он говорит о той церкви в городе Уотербич, из которой он уходил. He says, my people are very sad. Он говорит, моя церковь очень опечалена. Some of them wept bitterly when I left. Некоторые из них горько плакали, когда я уезжал. Although I made no reference to the subject in the pulpit. In other words, he didn't talk about the fact that he was going to London when he preached. И он говорит о том, хотя я из кафедры не упоминал о том, что меня пригласили проповедовать в Лондон. It's too uncertain to speak of it publicly. Потому что я еще не знаю, останусь там я или нет, поэтому зачем об этом говорить публично. Now he comes back to the subject of hyper-Calvinism. Теперь он возвращается к гиперкальвинизму. He says it's Calvinism they need in London. Он говорит, в Лондоне нужен кальвинизм. Arminian preaching will not be endured. Потому что армiniанская проповедь им не нравится. Several people in the church know more than I do about theology. Он говорит, что несколько людей в церкви знают больше о богословии, чем я. They would not admit that that's so. Они бы с этим не согласились.
But they all expressed their belief that my originality was the very thing that would draw a London audience. Но многие считают, что моя оригинальность — это то, что привлечет внимание в эту And церковь. then he closes the letter with some greetings. И он как бы прощается в этом письме. What time do we need to finish? 5 more minutes. Okay. All right. I think I'm going to pause there and pick it up. Maybe it'd be a good time to ask if anyone has any questions. Ну, как бы я хотел бы на этом сделать паузу и уйти на перерыв, но если у вас есть вопрос, вы можете его задать, прежде чем мы уйдем. I do have some more things to show as well. У меня есть несколько слайдов. This is usually working. You have to be pointing it to the out there. Can you just advance it one? Sure. There you go. This is the site where Spurgeon was baptized. Это то место, где принимал крещение Спurgeon. And the fellow up in the corner is the pastor who baptized him. И тот человек в углу — это пастор, который крестил его. This is the cottage where he preached his first sermon. Это коттедж, в котором он проповедовал свою первую проповедь. You can see there's nothing fancy about it. Здесь в нем нет ничего удивительного. This is a photograph of the same place. Это фотография того же места. This is a drawing of the interior of the place. Это фотография как бы внутренности этого коттеджа. This looks like a very small room. И это выглядит как маленькая комната. You can see over here the beginning of a staircase that goes up. Тут мы видим лестницу, которая поднимается вверх. The way Spurgeon described it, there were 20 or more people there to hear him preach. Но Спurgeon говорит, что там собралось около 20 людей. So it must have been a crowded place. Поэтому, вероятно, там не так уж было много свободного места. This is the earliest known portrait of Spurgeon, and that's what he looked like the year he went to London. Это самый ранний портрет Чарльза Спurgeона, и так он выглядел, когда отправился в Лондон. That's the chapel at Waterbeach, where he was pastoring when he was called to London. Это церквушка в городе Уотер-Бич, из которой он перешел в церковь в Лондоне. And these are some other pictures of him in London shortly after he came. Это фотографии в Лондоне, вскоре после того, как он туда приехал. You can see how he liked to pose with his finger in the air. Он как бы любил такую позицию. For years, virtually every photograph we have of Spurgeon, he has that one finger in the air like that. И как бы есть очень много фотографий, фактически долгий период, все фотографии, которые были сделаны с ним, когда он один палец поднимал вот так вверх. This is a picture of the front of the New Park Street Chapel. Это картинка New Park Street церкви. Spurgeon described it as a very dingy place. Спurgeon описывал эту церковь как очень неопрятное место. And he hadn't been there very long. I mentioned that a deacon said after 3 months the place would be full. И если, как бы, стоит вспомнить о том, что Спurgeon не провел там много времени, потому что, помните, диакон сказал, что ты нам нужен на 3 месяца. In fact, the auditorium filled up after 1 month. И на самом деле эта церковь стала переполненной через 1 месяц. And on summer nights when this place was full, it was not a comfortable place to be. И в пятничные вечера, точнее не пятничные, а в летние вечера, когда эта церковь была переполнена, там было очень некомфортно. There was no ventilation, and these windows on the front were all sealed shut. Там не было вентиляции, и все окна, они были забиты, их нельзя было открыть. Spurgeon wanted to replace the windows with windows that would be broken, that could open rather. Спurgeon захотел поменять окна на те, которые можно было бы открывать. And when the deacon said, "No, these windows are historic. We can't replace them," И диакон сказал: нет, как же мы их можем выбросить? Это же историческое достояние. he threatened to break them. Спurgeon сказал: ну хорошо, я их разобью тогда. This is Benjamin Keach. Это Бенджамин Кич.
This is John Gill with the turned-up nose, sniffing the odor of Arminianism. А это Джон Билл, который своим носом вынюхивает армян. That's John Rippon. He was the the last of the three famous pastors. Это Джон Риппон, который был последним из тех трех известных пасторов. This portrait is, I believe, was taken when Spurgeon began his ministry there. И это Спurgeon в начале своего служения там. Some more pictures of him. Actually, I think this one's earlier than that one. Мне кажется, что та, которая поменьше, она более ранее, чем та, которая там. You can see that he began gaining weight. Мы видим, что он начал набирать вес. So rather than accusing me of trying to look like him, I think he was trying to look like me. Поэтому вместо того, чтобы думать, что я старался быть похожим на него, я думаю, что он больше старается похожим быть на меня. There he is with the finger up again. Вот он со своим пальцем. This is a slightly later picture of what Spurgeon looked like in the pulpit. Это более поздняя фотография того, как Спurgeon выглядел за кафедрой. You can see he was gaining weight rather steadily. Мы видим, что он продолжает набирать вес. This is a series of pictures, engravings and pictures that show him at various ages. Это несколько фотографий, ну или, вернее сказать, рисунков и гравюр Спurgeона. This is age 21. Здесь ему 21 год, Age 30. 30, Age 36. 36, And age 54. 54. I think he aged quite a bit in these 6 years. Мне кажется, за эти 6 лет он сильно постарел. That's also coincides with when he began to have serious health problems. Это также совпадает с тем, когда у него начались серьезные проблемы со здоровьем. This man in the picture with Spurgeon is, I think it's Alexander Passmore. Если я не ошибаюсь, человека на этой фотографии со Спurgeoном зовут Александр Пасмор. He was Spurgeon's publisher. Он был издателем Спurgeона. It was his idea to take Spurgeon's sermons and publish them. Он решил опубликовывать проповеди Спurgeона. And it was a stroke of genius. И это была гениальная идея. He became wealthy from the sales of Spurgeon's books. Он разбогател благодаря продажам книг Спurgeона. And the publishing company he founded, which was called Passmore and Alabaster, Издательская компания, которую он основал, которая называлась Passmore and Alabaster, became one of the biggest publishing companies in England. превратилась в одно из самых больших издательств в Англии. And it was primarily on the back of Spurgeon's book sales. И это в основном было благодаря книгам Спurgeона. This is Spurgeon with both Passmore and Alabaster. Это фотография Спurgeона. This is Spurgeon. He's a little older in this. Это Spurgeon, он тут уже постарше. This, I believe, is Mr. Passmore, and that's Mr. Alabaster. Passmore и Alabaster. We'll get to this one later. Мы об этом поговорим позднее. Should we take a break? Поэтому можно сделать перерыв.